Ямал переводится как «край земли». Площадь полуострова составляет 122 тысячи квадратных километров. Это почти как Литва и Латвия вместе взятые. Вся территория Ямала покрыта тундрой. В ее бескрайних снежных степях проживают коренные народы севера – ханты, ненцы, коми и селькупы. Из них примерно 18 тысяч человек ведут традиционный образ жизни. Как их предки, они занимаются охотой, рыболовством и разведением оленей, что заставляет людей в 21 веке кочевать по тундре. Почему они не переедут в поселки или города? Почему молодежь возвращается в ЧУМ, вместо того, чтобы строить будущее в комфортных квартирах? В нашем видео мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. Друзья, перед началом просмотра обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере и не только. Природные красоты Ямала, жизнь и быт кочевников-оленеводов, а еще удивительные и порой невообразимые факты о нашем с вами доме – планете Земля. Подписывайтесь на канал Ямал Медиа. Мы начинаем! Зимой она покрыта снегом на тысячи километров, а летом – болотами, зарослями лишайников и мхом. Тундра вызывает разные чувства у приезжих. Одни пугаются суровых морозов, от которых перехватывает дух, другие восхищаются северным сиянием и сдержанной красотой здешней природы. Неизменно одно – никто не может остаться равнодушным, когда знакомится с жителями этого края и их бытом. Ямальские ненцы сотни лет кочуют по тундре, живут в чумах и занимаются оленеводством. И это не просто работа. Олень для ненца – это и транспорт, и одежда, и дом, и еда. Только на Ямале местным оленеводам принадлежит больше 700 тысяч этих животных, а это почти треть от всего поголовья оленей в мире. Оленеводами не становятся, а рождаются. С малых лет ненецкие дети учатся помогать родителям. Как только малыш начинает осознанно смотреть на мир, с ним общаются на равных. В семье оленевода обычно от 3 до 5 детей, иногда больше. У каждого свои обязанности, и каждый понимает, за что он отвечает. Мальчиков обучают навыкам оленеводства. Отец дает им небольшие поручения, с которыми дети могут справиться. Девочек готовят стать хозяйкой чума, поэтому они помогают маме убирать со стола, готовить еду, шить и украшать одежду. А к 7 годам жизнь детей резко меняется. Осенью в тундру прилетает вертолет, который забирает детей школьного возраста и отвозит их в школы-интернаты. Образовательные учреждения находятся в населенных пунктах Ямала. В этих школах дети живут на протяжении всего учебного года, а в родные чумы возвращаются только на летние каникулы и иногда зимой. Обучение начинается не так, как на Большой Земле. Сначала детям нужно привыкнуть к новой жизни, дисциплине и распорядку дня. Поэтому самые маленькие сначала попадают в нулевой класс. Для детей, которые росли на просторах тундры, не просто начать жить по расписанию, делать что-то не тогда, когда захочется, а в строго определенное время. К тому же даже самые простые вещи, такие как пластилин, цветная бумага или фломастеры, могут показаться чем-то необычным. В подготовительном классе школьники учатся читать не на родном русском языке. В большинстве интернатов также преподают родной язык и родную литературу. К образованию оленеводы относятся по-разному. Нередко родители могут забрать ребенка домой. Часто это происходит после 9 класса, но иногда и после начальной школы. Например, бывает так, что из 3 детей в тундру могут забрать только одного, чтобы помогал отцу и матери. У остальных 2 есть возможность закончить школу и даже поступить в институт. В некоторых российских вузах есть льготы для представителей коренных народов Севера. Они включают бесплатное образование, общежитие и стипендии. Нужно ли высшее образование для кочевой жизни? Нет, оно здесь не востребовано. Поэтому те, кто продолжили учебу, как правило, остаются в городах и в тундру не возвращаются. Это ведет к разрыву молодых ненцев с традициями. Исключение составляют выпускники одного из подразделений педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Здесь, в Институте народов Севера, готовят педагогов для 30 коренных народов. Студенты изучают родной язык, традиции быта и культуры. Получив специальность, они возвращаются в тундру и работают в местных школах-интернатах или кочевых школах. Бывает так, что школьники и студенты решают сами вернуться в тундру. Почему это происходит? Мы собрали 3 ключевых причины. Тоска по семье. Как мы уже говорили, у ненцев большие семьи.
Все друг другу помогают, и каждый знает, что нужно потрудиться, чтобы что-то получить. Если кто-то из членов семьи заболеет, другие о нем позаботятся. Ребенок чувствует себя значимой частью семьи. Когда он начинает учиться в школе, то может испытывать большое одиночество. Некоторым детям бывает трудно влиться в коллектив одноклассников, а кому-то так и не удается этого сделать. Школьники скучают по родным и радуются возможности вернуться к привычному образу жизни. Необходимость помогать родителям. Часто по этой причине дети успевают закончить только начальную школу. В тундре всегда много дел. Здесь нужно пасти стадо, помогать в чуме, следить за младшими сестрами и братьями, шить одежду, готовить еду и многое другое. В 10-12 лет дети тундры уже наравне со взрослыми умеют управляться с хозяйством и чинить сломавшиеся механизмы. Например, многие подростки могут легко перебрать карбюратор сломавшегося снегохода. Такие ребята в силах взять на себя часть домашних обязанностей и существенно помочь родителям. Тундра зовет. Зачастую именно так молодые люди отвечают на вопрос, почему они вернулись к кочевой жизни. Тундра для ненца – это один общий дом. С детства ребенок учится бережному отношению к природе. Существует целая система обрядов и традиций, которые наполняют ежедневный быт жителей чумов. Здесь свой темп жизни, свои ценности, которые измеряются не деньгами. Да, у кочевников появились снегоходы, смартфоны и печка-буржуйка вместо костра. Но главной ценностью по-прежнему остается олень. Богат не тот, у кого полно техники, а тот, у кого стадо большое. Здесь будущую жену выбирают не по красоте лица и тела, а по трудолюбию и шубе лягушки. Чем трудолюбивее невеста, тем искуснее украшена ее одежда. Здесь на 1000 километров нет никакой цивилизации, зато всегда рядом самые важные люди. Кочевой образ жизни и традиционные занятия позволяют сохранить народ от вымирания. Ведь до тех пор, пока оленям есть где пастись, до тех пор и будут люди, которые занимаются их разведением. Освоение нефтегазовых месторождений, потепление климата, развитие современных технологий – все это не может не влиять на жизнь коренных народов Севера. Однако до сих пор самой удобной и теплой одеждой для ненцев остается малица из оленьего меха, а самым комфортным жильем – чум, который можно собрать и разобрать за пару часов. Покинуть тундру – это значит разорвать связь со своими корнями и полностью изменить жизнь. Для одних это звучит заманчиво, для других – пугающе. Ведь такой разрыв несет за собой утрату семейной поддержки и всего того, из чего складывались дни. Начинать в одиночестве жизнь на большой земле или вернуться к родным и продолжать дело предков. Каждый молодой ненец сталкивается с этим вопросом. И только он сам может найти правильный для себя ответ. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. А также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.